Туда на меня смотри, туда смотри. Ты на них смотри. Так, у нас присоединяются. Прекрасно. Всех приветствую. Мы подождем буквально немного и начнем эфир. У нас с вами сегодня тема зефир и цветы зефира. Я буквально на 1 минуту отвлекусь, потому что я забыла очки. А я вижу только в очках, поэтому я сейчас приду. Ну вот, смотрите, как хорошо, я всех вас вижу. Присоединяюсь, всех приветствую. Здравствуйте, девочки. Мы так давно с вами не виделись в эфире. Замечательно, уже сердечки побежали. Добрый день. Значит, у нас с вами сегодня, еще раз повторю, программа это зефир и цветы зефира. Меня очень часто стали спрашивать розу, поэтому мы с вами сегодня сделаем розу. Ну, если все будет хорошо, будет бонус гортензия. Вот, надеюсь, вам эфир понравится. Вы подчеркнете что-либо новое из эфира. И, конечно, я обязательно, здравствуйте, Наташа, я обязательно отвечу на ваши вопросы. Поэтому вы подумайте, мало ли какие у вас возникнут, и мы с вами в прямом эфире можем разобрать. Ну, мало ли что вам непонятно по зефиру, мы его обязательно на этот вопрос ответим. Значит, сегодня мы с вами будем, прежде чем, как я всегда говорю, делать зефир, мы должны подготовиться. Так как зефир стабилизируется довольно-таки быстро, здравствуйте, мы должны приготовить сразу насадки, продумать цвет, пакеты, ну и все остальное, то, что касается для зефира. У нас с вами сегодня будет роза. Мы будем использовать насадочку номер 128. Она буквально немного поджата, но осталась довольно-таки широкая. Далее мы будем использовать с вами насадка 114 для листика. Можно также использовать номер 115. Одна чуть больше, другая чуть меньше. Если вы будете делать бутоны, то вам нужны чашелистики. Для чашелистика я использую насадку номер 68, 69 или 70. Это листик. Немного открытый ротик. Ну и если все будет хорошо, мы с вами сделаем гортензию, то мы с вами будем использовать насадку 124. Она буквально немного поджатая. Очень такая хорошая насадка, универсальная, она много для чего нужна. Значит, вот этот набор, который я вам сейчас показала. Сейчас его, как его еще раз, ну ладно, неважно. Вот этот набор, сейчас поставлю на руку, будет в подарок после мастер-класса одному из участников. Вот, не приготовила, на чем показать. Вот эти насадочки будут в подарок в марафоне. Я их вам потом, кто выиграет, пришлю по почте. Ну, естественно, бесплатно. Вот. Значит, сейчас мы с вами сделаем зефир. Сегодня будет заварная технология. Для заварной технологии я использую яблочное пюре. Вкусовые зефиры, вкусовой, которые, например, сделать не яблочный. Мы с вами, если будет время в эфире, поговорим, как его сделать. Это совершенно несложно и очень легко получается. Ну, а сейчас мы с вами перейдем сразу к приготовлению зефира. Надеюсь, пока вопросов нет. Ну, я пока их не увидела. Замечательно. Вопросы обязательно. Добрый день, девочки. Ответим на вопросы, поэтому все будет у нас. Так, ну что, приступаем к зефиру. Сейчас я перенесу телефончик. Так. Сейчас мы переведем стрелочку. Так, Юр, поможешь? Чтобы ты видел, что я буду делать. Спасибо большое. У меня муж, как всегда, помогает. Ой, хорошо, когда есть кто помогает. Значит, что мы с вами берем? У нас с вами идет сахарный песок. Держу. Юр, показывай, что я держу. Наведи на держу. Далее у нас с вами идет белок. Рецептура обязательно будет. Белок. Лимонная кислота. Это мы с вами все
отправляем в держу, в сотейник. Показывай. Сейчас я волосы уберу. В сотейник. У нас с вами идет сахарный песок, агар. Агар я использую Ильбекере. Далее вода. Все убрать. Так, и яблочное пюре, которое было запечено в духовке, туда же отправляем в сотейник. Так, теперь я все перемешаю. Сюда показываю, что мы перемешиваем. Вот. И нам осталось добавить глюкозный сироп. Глюкозный сироп можно не добавлять. Тогда вместо количества глюкозного сиропа надо добавить сахарный песок. Но глюкозный сироп нам увеличивает срок годности до 10 дней. Поэтому с вами обязательно положим немного глюкозного сиропа. Отлично. Сейчас так, сейчас я заберу телефон у Юрия Николаевича. Так, смотрите, значит, мы с вами сейчас повторим, что мы сделали. Мы с вами, значит, в сотейник положили сахарный песок, вода, агар, глюкозный сироп и пюре. Вот у нас с вами это все в сотейнике. В держу мы с вами положили белок, сахарный песок, лимонная кислота. И сейчас с вами начнем взбивать белок. Так, у меня почему-то не включен. Ах, вот почему у меня не работало. Все ясно. Я начинаю взбивать. Значит, смотрите. Сейчас пока взбивает, отодвинулось немного от миксера. У нас с вами, так как маленькая порция, я буду делать полпорции всего. Я взбиваю заранее. Когда у меня немного белок забьется, я начну варить сироп. Сироп мы с вами будем варить где-то 3-3,5 минуты. И когда появится паутинка и капелька висячая, значит сироп готов. Это приблизительно 104-105 градусов, если кто меряет температуру термометром. Сейчас я посмотрю, что у меня начало взбиваться. Сейчас, минутку. У меня там миксер, значит, этот мощный очень. Минутку. Так, значит, миксер Kenwood может сбить очень мало белка. Буквально половинку даже белка может сбить. Если вы, конечно, хорошо опустили венчик. Так, и теперь мы с вами начинаем варить. Я перевожу. Будем варить сиропчик, и вы все увидите. Переключаем. Угу. Так, включаем огонь. И начинаем варить. После закипания мы с вами будем варить где-то 3-3,5 минуты. Покажи, что там у нас взбивается белок. Видно? Отлично. А здесь мы варим с вами сироп. Я сироп периодически помешиваю, чтобы у нас с вами агар не подгорел. И после этого не забилась насадка. Покажи, что белок взбивается.
как там? Все хорошо? Отлично, белок взбивается. Сиропчик варится. Сейчас убавим температуру. Угу. Перемешиваем еще. Так, у нас сироп еще не закипел. Начинает закипать. Угу. Да, это зефир. Да, я сейчас, девочки, делаю половину порцию. Потому что, зефира у нас дома много всегда. Поэтому делать порцию целую я не вижу необходимости. Сейчас мы с вами взбиваем белок. Он еще довольно-таки совсем не взбитый. Отлично. Если у нас с вами белок не успеет взбиться, то мы с вами можем сироп выключить, подождать, когда он с вами добьется белок, подогреть сироп и влить. 3 минуты. Значит, мы с вами будем варить сироп 3-3,5 минуты после закипания. Он закипел. Вот видите, он кипит. Варим 3-3,5 минуты. Белок взбивается. Значит, как мы взбиваем белок? Сначала мы с вами белок взбиваем на небольшой скорости, постепенно увеличивая, чтобы у нас с вами белок хорошо взбился. А теперь у меня уже взбивается на высокой скорости. Еще совсем не готов белок, видите? И варим сироп. У меня уже готовы лежат насадки в пакетах, чтобы мы сразу покрасили, заполнили пакеты и начали работать. Подержи, пожалуйста, Юра. Сколько прошло времени? Угу. Обзор насадок я сделаю еще раз. Сироп мы варим до 104-105 градусов. Но, как правило, я не варю по времени. Я варю... Ой, не по времени, а на термометре. Я варю по времени. Где-то 3-3,5 минуты полпорции. До капельки и до паутинки. Белок у нас с вами взбивается. Сиропчик варится. Насадочки уже готовы. Значит, мы с вами сегодня будем использовать насадку для розы 128, листьев 114 или 115.
И еще будем насадку использовать 124 для гортензии, если мы успеем в эфире ее сделать. Продолжаем варить. Смотрим на сиропчик. Еще не готов. Что-то я неправильно показываю. Вот. Белок у нас не взбился до сих пор, поэтому ждем. Видите, белок еще не готов, а сироп у нас уже почти готов. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы с вами сироп выключим и подождем, когда добьется белок. И сироп чуть-чуть надо еще доварить. Да, все правильно. После закипания 3-3,5 минуты варим. Ну вот сиропчик почти готов. Он еще, правда, немного доварить надо. У меня температура сделана маленькая, чтобы добить белок. Белок еще плохо взбит. Маленькое количество белка взбивается дольше. Так, смотрим. Угу. Значит, сиропчик у нас с вами готов. Поэтому, смотрите, я его сейчас выключу. Подожду, когда у меня доварится, взобьется белок. Подогрею его и волью в наш с вами белок. Ждем, когда добьется белок. Еще немного осталось. Белок должен быть очень пышный. И хорошо взбит. Сироп у нас с вами вот стоит готовый. Как только белок добьется, я его доведу опять до кипения, агар обратим и волью его в белок. Пюрешка готова. Так, ну вот, наш белок почти готов. Надеюсь, вам хорошо видно. Видите, четкий рельеф, пышная масса. Юра, держи. Показываю, что я сейчас буду доводить до кипения. Опять. Сейчас мы доведем до кипения сиропчик. Видите, закипел. Видно? Отлично. И теперь мы его вливаем чуть подальше. Отойди, чтобы тебя не брызнуло. Теперь я выключу. Я немного попала на венчик. Я соберу все, что у меня сиропчик раскидал, миксер. И опять добью его. Когда делаете полпорции, такое бывает. Сюда. Видите, зефирка готова. Она пышная. Сейчас проверим. Вот уже нет у нас с вами тягучей, клювика нету.
Все отлично. Сейчас я еще немножко его, он очень горячий, так как у нас заварная технология. Я хочу чуть пышнее. Покажи внутри. Все, посмотрите, у нас очень пышный зефир. Видите, какой пышный. Мы сейчас с вами освобождаем венчик. Окрашиваем зефирку и делаем цветочки. Так, вот сюда теперь. Ну вот у нас с вами масса очень пышная. Нам надо окрасить. Значит, я сделала розу двухцветную. Одноцветную нам уже не так интересно. Поэтому с вами возьмем небольшое количество зефира. Положим в чашечку. Я хочу сделать двухцветные розы, чтобы они были очень красивые. И добавлю буквально немного персикового цвета, чтобы были нежные розочки у нас. Перемешаем. Ну, посмотрите, какой цвет красивый, он просто волшебный. Я использую топ-декор, красители. И отправляем с вами этот цвет в насадочку. Ой, я кладу сначала в пакет, девочки, а потом уже в насадку использую. Так, вот у нас с вами нежно-персиковый цвет. Я скребок взяла. Секундочку, я цепочек я возьму. Вот. Нежный персиковый цвет. И кладем в насадочку. У нас с вами образуется два пакета, сохраняется тепло, и зефир не стабилизируется. Далее мы с вами возьмем чисто белый. Розы будут бело-розовые. Отправляем пакет. Еще немножко возьмем. Вот так. Так, опять протолкнем скребочком, чтобы было чисто. И отправляем в пакет. Вторая насадка. Тоже 128-я. Так, и последний нам надо сделать зеленый цвет. Последний оставшийся зефир я опять кладу в чашечку. Добавляю небольшое количество зеленого и капельку черного. Перемешиваем. Получили с вами зеленый цвет. Вот, видите, какой симпатичный цвет. Чуть-чуть капельку еще зеленого, чтобы было поярче, чтобы вам было хорошо видно. Можно до конца сейчас не перемешивать, тогда будет немного такой интересный расплывчатый цвет. Отправляем в пакет и начинаем делать розы. Точно так же при помощи скребка я подтягиваю крем и в насадку. Вот у нас с вами для работы 3 пакета: персиковый, белый и зеленый. Теперь туда. Начинаем работать. На вопросы отвечу чуть позже. Сейчас мы с вами будем делать цветочки. Значит, для этого я использую гвоздик. Так, используем гвоздик, кубик
Ну и насадочки. Значит, начинаем с вами делать. Немного испачкаем гвоздик. Приклеим, вам так удобнее, пергамент. Сделаем основу. Теперь я сделаю закруточку. Обязательно опускайте лепесток до самого низа. Тогда ваша закруточка будет хорошо держаться на основе. Делаем сначала лепесточки закрытые. Хорошо прижимайте, пожалуйста, насадочку. Далее мы с вами будем менять пакеты. Бело-розовые. Каждый лепесток буду поднимать выше. И постепенно полностью перейду на белый цвет. Ну вот видите, у нас роза перешла от персикового к белому цвету. Я очень люблю розы для зефира полуоткрытые. Я не делаю их сильно открытые. Мне больше нравится в таком варианте роза. Потому что когда мы будем составлять букет, они друг другу хорошо становятся. И у нас получается плотный, хороший зефир. Так, ну и дальше продолжаем. Так, можно я встану, мне будет стоя удобнее работать. А Юрий Николаевич вам будет все показывать. Ну да, бывает. Делаем опять основу. Далее закручиваем основу. Торопиться совершенно не надо. Потому что если вы сделали полпорции, это небольшое количество зефира, и вы спокойно можете сделать из него цветы. Здесь самое важное в технике в корейской, я работаю в корейской технике, самое важное это крутить гвоздик. Если вы крутите гвоздик, ваш лепесток не будет выгибаться, он будет очень ровный. Видите, какой ровный этот идет лепесток? Потому что я кручу гвоздик. И далее продолжаю делать лепестки. По кругу. У нас с вами получается двухцветная розочка. Вот смотрите, какая она, видите, получается. Аккуратная, плотная, то, что важно для зефира. Я считаю, что из зефира должны быть цветочки обязательно плотные. Так, ну и продолжаем. Я всегда вытираю насадки, чтобы они были чистые. Опять делаем с вами розу. Основа на нет сходящая. Переходим на серединку. Закручиваем. Если мне нужна небольшая роза, то я сразу перехожу на белый цвет. Каждый лепесток старайтесь поднимать выше и выше. Я даже могу так вот сделать. Видите? Сначала 2 лепестка, а теперь между ними еще добавлю лепесток. Вот сюда. И опять перейду на белый цвет. И получается смещение лепестков от темного к светлому. Ну, я имею в виду от яркого к белому. И получается очень интересная цветовая гамма. И добавляем еще лепестки. Видите, получается розочка цветная. Внутри темнее, снаружи светлее. Вот она, видите, какая интересная. И все сюда, на стол. Я думаю, после сегодняшнего эфира у вас не будет вопросов, как сделать розу. Мы с вами делаем 5 роз и далее перейдем на гортензию.
Опять делаем закруточку, лепесточки. Самое важное, прижимайте насадочку, низ насадки. Он никогда не должен отрываться от розы. Теперь мы с вами сделаем несколько лепестков белых. Даже иногда достаточно одного. И далее переходим на белый цвет. Ну, меня часто спрашивают, конечно, как сделать открытую розу. Мы сейчас с вами последнюю розу сделаем открытую, но для зефира я ее не рекомендую делать открытую, так как лепестки подсыхают, открытые в процессе стабилизации зефира. Они утоньшаются и становятся хрупкие. Их неудобно потом в букет ставить. Ну, для тех, кто очень хочет, я сейчас покажу розочку открытую. Протираем насадки, чтобы они были чистые. Подтягиваем крем, чтобы он всегда был теплый. Сделали основу. Чтобы сделать открытую розу, надо сначала сделать ее полуоткрытую, естественно. Делаем закрутку. Также делаем лепесточки. Видите, я постоянно кручу гвоздик. Руку я не веду. Чего там посмотрела Юрочка? По времени? По времени у нас еще есть время. Теперь я перейду на белый цвет. Приоткрою насадку. Еще сделаю лепестки по кругу выше ростом. Так, у меня немножко падает роза. Выше ростом сделаем. А вот далее, чтобы сделать ее открытую, мы должны уже следующий ряд с вами делать ниже лепесточки и еще больше их открывать. Видите, я начинаю открывать лепестки. И у нас с вами получается роза более открытая. Открыть можно. Вот последние лепестки совсем уже открытые. Это роза, которая уже отцветает. Вот, видите, совсем открытая розочка. Ну, такие розы для зефира не очень подходят, потому что когда вы ставите в букеты, эти последние лепесточки у нас могут подминаться. Я не рекомендую их делать таким образом. Вот даже можно вот так их немножечко поднять кверху. Получается уже совсем другая роза, видите? Да, она красивая. Но потом лепестки утоньшаются, подсыхают. И для зефира, я считаю, не очень подходит. Что мы теперь с вами сделаем? Мы теперь с вами розу сделаем листья. Это можно сделать было на гвоздике, а можно сделать сейчас. Поднеси поближе, Юрочка. Начинаем давить. Сейчас, секунду. И вот у нас с вами получается листик. Вот такой красивый листик. И можно добавить листья на нашу розу. По 2-3 листика. Ой. Заварной зефир очень быстро стабилизируется. Поэтому где-то через 3 часа его уже можно собирать в букеты. Но зефир будет готов только через 12 часов. Он все равно должен стабилизироваться. Ну, вот добавляем листик. Видите, с зеленью сразу розы становятся еще более красивые и интересные. Так, теперь я вам обещала гортензию. Для гортензии возьму насадку 124. Подтянем немного зефир. Выдавим основу.
Вот такую большую. Я забыла взять бумажку, ничего страшного, снимем ножницами. Для этого есть ножницы, можно снять. И теперь мы с вами что сейчас делаем? Чтобы гортензия была красивая, двухцветная. Я возьму сразу 2 пакета, то, что у меня были, и положу ее в насадку. Вот так. И у нас с вами сразу пойдет 2 цвета. Видно, да? 2 цвета сразу пойдет. Так, сейчас двухцветка пойдет. Секундочку. Ну вот, чтобы сразу 2 цвета пошло. Я поправила насадочку. И мы с вами сначала что делаем? Сначала делаем лепесточки. Второй цвет плохо идет. Сейчас я поправлю. Сначала делаем просто лепестки. Сейчас еще поправлю немного насадочку, чтобы было больше цветовой гаммы. В хаотичном порядке обязательно поворачивайте, пожалуйста, гвоздик, чтобы ваши лепесточки были в разных направлениях. Видите, у нас идет двухцветка. Белый, розовый. Полностью закрываем всю основу. Закрыли. И теперь мы сделаем цветочки. Сейчас я немного крем подтяну. Вот так, чтобы мне было удобно работать. И мы с вами делаем цветочки. Добавляем, чтобы вам было хорошо видно. Я буду крутить гвоздик. И еще добавляем цветочки. Лепесточки цветка. Давай вот так. Так лучше видно? Юр. Угу. Так, добавили цветов. И еще добавляем. Угу. Он, видите ли, кашляет. Нельзя кашлять. Болеть тоже, правда? Вот, смотрите. У нас с вами получилась такая гортензия. Присяду теперь немножко. Если где-то вам хочется добавить лепесточки, вот сюда можно добавить. И нам надо с вами сделать еще маленькие точечки. Я, как правило, не делаю их из крема. Я их делаю бусинки, кладу. У нас такие вот бусики есть. Их можно положить в центр. Конечно, это надо делать пинцетом. Ну, пинцет я не подготовила, поэтому я это положу руками. Вот, видите, получается очень симпатично. Где еще у нас есть? Вот. Сюда. А так можно взять, отрезать маленький пакетик, маленькую такое совсем отверстие, и сделать из зефирки. Эти бусики, как вы называете, кусабельные. Они мягкие. И что нам осталось добавить? Это листик. Сейчас, ручку. Осталось добавить листик, чтобы гортензия была, смотрелась еще симпатичней. Убежал листик у меня. Ну вот у нас с вами добавили листики в гортензию. И получилась симпатичная гортензия. Ну вот. Можно чуть-чуть его приподнять. Вот таким вот образом, чтобы у нас листик стоял.
Видите, очень быстро стабилизируются довольно-таки зефиры. Можно еще что-либо с ними поделать, цветочками. Так, сделать еще один раз гортензию или достаточно, девочки? Как вы скажете? Как скажете, так и сделаем. Еще раз надо повторить. Сейчас мы ее снимем при помощи ножниц, так как я ее... Вот. Видите? Все можно снять. Зефир как крем. Это почти то же самое, только он стабилизируется. И с ним надо работать немного быстрее. Еще одну гортензию делать? Что там говорят, Юрий Николаевич? Восхитительно. Ну и появилась запись сделать. Сделать еще раз, да? Ну, давайте, у нас время еще есть. Мы можем сделать вторую гортензию. Юрий Николаевич с удовольствием ее скушает потом. Так, значит, мы с вами делаем опять основу. Я сейчас тогда ее сделаю уже на бумажке. Видите, основу можно и так сделать. Не имеет значения. Главное, чтобы она была очень устойчивая и плотная. Сейчас скребочком подтянем. Готово. Ну и начинаем сначала сами делать лепесточки. Мы с вами полностью всю поверхность шарика заполняем лепестками. Это в таком хаотичном порядке делаем лепестки. Все в порядке, Юра? Лилию просит. Лилию? Нет, лилии сегодня уже не будет. Во-первых, у нас с вами уже заканчивается, как видите, зефир. Мне осталось только как раз сделать несколько цветочков. Я сюда использую весь зефир. Так, ну вот. Теперь подтянем зефир. Видите, у меня сейчас весь уйдет. И мы аккуратненько сделаем цветочки. Первый цветочек. Там видно, Юра, девочкам, как я делаю? Да. Второй. Видите, мне вот из остатков зефира хватит доделать цветочки. Ну, извините, Юрий Николаевич, мне надо как-то цветочек делать. А вы уж подстраивайтесь. И вот нас с вами еще осталось все, что в насадке. Это еще хватит на цветочек. Я вам постараюсь повернуть, чтобы тебе было хорошо, удобно показывать. Но мне тоже надо, да, правда, как-то его сделать. Чтобы мне тоже было удобно. Вот. Смотрите, видите, у нас с вами получилась гортензия. Теперь мы сюда тоже положим с вами серединки. Так, ножницами будет удобнее. Так, раз туда серединку. Серединка. Так. Конечно, девочки, лучше взять пинцеты. О, прям попало ровно в серединку. Повезло. Отлично. И осталось сделать листики. Конечно, для листиков лучше насадочки чуть меньше использовать. Я поправила листики. И вот на сами готовы. Гортензия. Давай еще снизу сделаю листик. Вот сюда, чтобы было красиво. Отлично. Все. Вот на сами сегодня получилось гортензии 2, розы 5. И этого как раз хватило из половины порции заварного зефира. Так, сейчас я вам отвечу на вопросы. Сейчас
немножко уберу. Так, оденем очки. Спрашивали про машину. А сейчас все расскажу. Сейчас девочки еще раз зададут вопросы, и я на них отвечу. Так, значит, на сами. Вот смотрите, на сами получилось. Так, розы получились. Гортензия 2. Сейчас я ее сниму аккуратненько. Вот. Переходим на меня. Я вам сейчас на вопросики отвечу, которые есть. У нас есть еще 10 минут. И немножко посижу с вами. Так, ну вот. Так, да, очень нежно. Мне очень нравится этот цвет. Видите, как волосы я тоже убирала. Вот наш с вами цветочек последний. Я его сейчас сниму аккуратненько. И положу на нашу паянку. У нас с вами сегодня очень нежно все. Так, сейчас, девочки, смотрите. Назвать громовку. Я могу сейчас ее назвать, но я думаю, что я ее выставлю у себя еще у себя в Инстаграм, в ленте, чтобы мало ли. А сейчас громовку назову. Так, как меня найти? Лазарева, 260369. Ну, собственно говоря, мой аккаунт есть в этом марафоне. Вот. Сильно поджимаем насадки. Нет, насадки, девочки, ни в коем случае сильно для зефира не поджимайте, пожалуйста. Зефир – это сахаристый десерт. Очень такой пухлый, вкусный. И если мы сильно подожмем, то, видите, лепесточки будут очень тонкие. Но мы же его кушать должны. Я считаю, что из зефира это все-таки цветы более утрированные. Они не такие, как из крема, прям вот правдоподобные, красивые. Вот, поэтому не надо сильно поджимать насадочки. Вот тот набор, который я пришлю победителю, тот... Не поняла, что нам написали, ладно. Тот набор, который я вышлю совершенно бесплатно, вот его лично лучше только использовать для зефира. Для крема он, к сожалению, не подходит. Кто у меня был на мастер-классах, тем очень понятно все сразу становится. Если вам что-то непонятно, я вас могу пригласить на свои мастер-классы, на очные, потому что я не люблю онлайн-уроки. Я считаю, что на онлайн-уроке очень сложно поставить руку, научить, показать. Значит, теперь громовка этого зефира. У нас с вами сегодня заварная технология. В дежу мы с вами отправили 30 грамм белка. Можно взять белок также альбумин, замочить. Можно взять просто белок. 30 грамм белка, 40 грамм сахарного песка, пол чайной ложки лимонной кислоты. И мы это с вами взбиваем в деже. Если вам покажется, что зефирчик кисловат, пожалуйста, добавьте меньше. 1/3 чайной ложки или 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Можно добавить меньше. В сотейник у нас с вами идет 100 грамм яблочное пюре, 150 грамм сахарного песка, 5 грамм агара, 900 блюмен силы и где-то 25-30 грамм глюкозный сироп. Я никогда глюкозный сироп не взвешиваю, я всегда беру пол столовой ложки. Это где-то так и происходит. За счет чего такие тонкие у вас лепестки? Они у меня не тонкие, они пухлые. У меня насадка не сильно поджата. Она поджата, девочки, но не настолько сильно, как для крема. Сейчас я его вытру, покажу. Конечно, поджата немного, но не так сильно. Вот я сейчас не буду как раз из нее крем убирать. И вы увидите, видите, она пухленькая, но не сильная. Она и не тонкая, и не толстая. Поэтому лепестки получаются красивые, средние. А если не добавить белок, зефир не получится. Девочки, зефир это, собственно говоря, белок и сахарный песок с добавлением агара. Поэтому как может без белка получиться зефир? Никак. Это будет другой десерт. Можно глюкозный сироп заменить на инвертный. Да, конечно, глюкозный сироп можно заменить не только на инвертный сироп, можно заменить на мед. Ну или в магазине купить мед, потому что там практически настоящий мед. Это инвертный сироп со вкусом или запахом меда. Так, если большие объемы сохранять в духовке можно небольшое количество, немного, недолго, подержать зефир
Но если его там долго держать, он все равно становится рыхлый, начинает подтекать и стабилизируется. Агар сколько? Агар 5 грамм, я проговорила. Так, недозбитый белок. Если у вас будет недозбитый белок, зефир получится. Вы можете его потом добить после того, как введете сироп, подольше взбить. Но тогда вам будет меньше времени для того, чтобы отсадили цветы. Чем больше вы взбиваете зефир после выливания сиропа, тем быстрее он остывает и быстрее стабилизируется. Так, больше похоже у меня ввиду... Так, у насадки. Ну да, у вас видно, насадочка просто широкая. Немножко подожмите ее, она будет более круглая. Воды сколько? Воды 40 грамм. Не проговорила, извините. У меня обязательно, я сейчас после эфира выставлю полностью рецепт. У меня в моем аккаунте под постом, посмотрите, я сейчас делаю фотографию, то, что мы с вами сделали, наших цветочков. И туда напишу обязательно рецептуру, чтобы вам было легче искать. Так, а воды в сироп. Воды мы в сироп, сколько я сказала, 40 грамм. Если вы нечаянно добавили больше воды, это только повлияет на то, что вы будете дольше варить сироп. Что у вас вода выпарилась, и агар хорошо у вас оседает. Кто оседает? Так, не знаю, что оседает, у меня ничего не оседает. Можно заменить глюкозный сироп на инвертный. Можно заменить на инвертный. Или классическую. Из какой массы были любимые делать цветы? Девочки, я делаю цветы из любой массы. Что из любимой, что из заварной или из смешанной. Есть технология, где мы пюре отправляем и в сироп, и в сотейник. Можно и так, и так. Самое важное, что вы правильно взбили белок. А белок мы должны с вами взбить уже в деже хорошо, для того, чтобы наш зефир был более горячий, и вы быстрее его могли отсадить в виде цветочков. Можно, вот сейчас есть такая, знаете, тенденция, что белок не обязательно взбивать очень хорошо, его можно оставить более такой мягкий пик. Да, можно, если вы делаете просто зефир. Тогда вы его добиваете уже с сиропом. Можно вообще взять просто белок, без сахарного песка взбить, туда влить сироп с агаром, и получится зефир. Но вы будете дольше взбивать этот зефир, и на отсаживание времени у вас будет меньше, потому что зефир быстрее стабилизируется. Так, готовила зефир, но почему-то он иногда оседает. Бывает и такое, что он оседает. Наверное, у вас очень... Вы понимаете, от чего это зависит? У меня миксер мощный. Он очень быстро взбивает. Когда я вливаю очень быстро, я практически выкладываю сироп в свой миксер. Если ваш миксер слабее, и он взбивает медленно, значит, вам надо сироп вливать более тонкой струйкой, ну, помедленнее. Если переварить зефир, сироп у вас будет рыхлый зефир. Так. Угу. Дальше. Какова масса? Больше не застывает. Заварная, классическая или смешанная. Они все для меня одинаковые, девочки. Что заварная, что смешанная, что классическая. Заварная немного горячее. Ну, собственно говоря, заварной быстрее стабилизируется. Его можно сейчас вот уже будет руками трогать. Вот если сейчас его возьму, главное, чтобы ничего не упало, а я сейчас направлю вниз. Вот смотрите, у нас с вами зефирка. Вот она, видите, готовая. Если сейчас, например, взять немного влажными руками, то я могу уже зефир брать. Видите, он уже вот отсоединяется легко. Его можно уже брать руками. Но все равно зефиру дайте стабилизацию 12 часов. Дай мне, пожалуйста, полотенце руку вытру. Потому что зефирку потрогала, надо, чтобы она была чистая. Так, номер насадок еще раз. Девочки, собственно говоря, эфир я сейчас постараюсь сохранить. Поэтому номера насадочек вы можете посмотреть в самом начале, пересмотрев. Если кинуть с подогревом, то сироп все равно отдельно варить сироп. Можно не отдельно варить. Есть технология, когда вы варите сироп и в Кенвуде, но мне удобнее в Кенвуде взбить, а сироп влить. Мне так удобнее работать. Поэтому есть девочки делают крендель, если я не ошибаюсь, у нее есть технология, где она делает сразу все в Кенвуде. Кенвуд очень хорошая машина. Можно опустить венчик так низко, что, как вы видите, сегодня взбили 30 грамм белка. Он спокойно справляется, можно и меньше. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. У нас с вами сейчас выходит время, к сожалению. Мне надо выйти из эфира для того, чтобы вам его сохранить. Поэтому я вас могу только пригласить на свои
очные мастер-классы, они по городам. У меня в ленте выставлено расписание до Нового года. А скоро я выставлю уже на следующий год. Так. Вы пюре добавляете? Конечно, пюре добавляла. Без него и никак. Я считаю, что зефир — это яблоко, белок и агар. Вот. Как правильно сушить зефир. Зефир мы с вами сушим при комнатной температуре 12-24 часа в зависимости от влажности. Сейчас влажность у нас низкая, так как работают батареи. И буквально вот за ночь зефир стабилизируется, его уже можно присыпать сахарной пудрой или декстрозой и собирать букеты, положить в коробочки или все что угодно с ним делать. Вот, поэтому вопросов благодарю, спасибо большое. Мне было очень приятно, что вы все пришли на эфир. Да, в Новосибирск обязательно еще приеду. Сейчас 1 Екатеринбург, Петербург, Москва, Омск. Перед Новым годом, девочки, буду очень вас рада видеть перед Новым годом. Да, спасибо, Наташенька, тебе тоже, что была в эфире. Вы знаете, я заметила, что мои ученики, вы такие все классные, вы такие все умнички, вы мне присылаете такие хорошие работы, я просто горжусь вами. Поэтому, ну не знаю, у меня не бывает плохих учеников. Есть люди, которые просто немного поленились, наверное, еще немного отработать технику. А так техника великолепная. Приходите, пожалуйста. Мне очень не хочется, но надо прощаться. Я боюсь, что не сохранится эфир. Хорошо? Девочки, спасибо вам большое за эфир, что вы со мной были. Я вас всех очень люблю. Ну и прощаюсь с вами. Извините, до свидания.